Приветствую вас, зрители моего канала. История этого автомобиля Ленинградской лаборатории НАМИ началась, когда к началу 80-х годов стало очевидно, что полноприводный автомобиль Луцкого автомобильного завода ЛуАЗ-969 окончательно устарел. Нужен был новый автомобиль, особенно остро нуждались в нем люди в сельской местности, и в конце 80-х годов Минавтосельхозмаш поручил разработать современный внедорожник, в котором было бы все – экономичность и комфортабельность, возможность широкой трансформации салона. За разработку взялись Ленинградский институт НАМИ и ЛуАЗ. И хотя опытные автомобили должны были делаться по одному техническому заданию, конструкторские группы тем не менее действовали независимо друг от друга и имели разные точки зрения на создание автомобиля. Работа над созданием внедорожника, которым руководили Геннадий Хаинов и Дмитрий Парфенов, заняла менее 1,5 лет. И к середине 1989 года первый образец был готов. НАМИ ЛуАЗ Прото получил каркасно-панельную конструкцию, которая должна была воспринимать все основные нагрузки. На эту металлическую раму навешивались легкосъемные стеклопластиковые панели. Они никоим образом не влияли на жесткость каркаса. Это позволяло в случае ремонта все быстро снять и легко заменить. Трехдверный автомобиль длиной 3,5 метра был рассчитан на 4 человека. Кресла в салоне могли складываться и образовывать спальные места или грузовую площадку. Также легко снималась задняя часть крыши, превращая джип наподобие пикапа без торцевой стенки кабины. Толику агрессивности придавал установленный спереди мощный кенгурятник. Округленные линии передней панели, а также возвышающийся щиток приборов воспринимался современно. Под капотом скрывался бензиновый 4-цилиндровый двигатель объемом 1,1 литра, мощностью 53 лошадиных сил от автомобиля Таврия. Он мог разгонять автомобиль до 130 км в час. И оригинальная шестиступенчатая коробка передач. Для автомобиля была разработана новая трансмиссия с прямой передачей на постоянно включенный мост. Это позволило передавать крутящий момент без потерь в шестернях, что позволило немного сэкономить в топливе. Из конструкции трансмиссии убрали раздаточную коробку. Привод на передний отключаемый мост от переднего конца вторичного вала коробки передач. Передняя подвеска автомобиля независимая, типа Макферсон, со стабилизатором, поперечной устойчивости с рычагами из алюминиевого сплава, привычная для советских малолитражек. Задняя подвеска зависимая, типа Дедион, с пластинчатым продольным рычагами и поперечной балкой-стабилизатором. В пространстве между рычагами разместили бензобак на 42 литра. Силовой агрегат, передняя подвеска и главная передача были смонтированы на отдельном подрамнике, что упрощало сборку и ремонт автомобиля. Рулевое управление речное. Перед отправкой на испытание в московский НАМИ был заложен второй образец на агрегатах ВАЗ-2108, но впоследствии работы остановили. Одновременно с Ленинградским институтом НАМИ свою версию разрабатывал завод ЛуАЗ с индексом 1301. В середине 1989 года НАМИ ЛуАЗ Прото был отправлен в московский НАМИ, но по неизвестным причинам не был даже испытан. И через неделю отправили автомобиль обратно в Ленинградский НАМИ. Так и закончилась короткая жизнь перспективного внедорожника НАМИ ЛуАЗ Прото, который не дошел до массового производства. А в 90-х годах автомобиль вообще разобрали на запчасти, чем уничтожили уникальную машину. И если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего. Пока-пока.